Тихий океан. Ноябрь 1943 года. Для американских стратегов это просто объект 243. Остров Битио в составе атолла Тарава. Они думали, что это будет быстрый штурм. Несколько часов огня. Высадка. Флаг. Но они ошиблись. Крошечный остров в составе Таравы. Длина около 3 километров. Ширина меньше километра. Но на этом клочке земли Япония построила крепость. Здесь нет гор, нет джунглей, только песок и кокосовые пальмы. Но именно этот клочок суши стал самой укрепленной точкой на планете. Японцы готовились 2 года, с 1941, когда захватили Гилбертовы острова. На крошечном острове Битио, главном островке Тарава, построили крепость, которой позавидовал бы любой форт. Более 500 оборонительных позиций, 100 бетонных дотов, траншеи, соединяющие все в единую сеть, мины, колючая проволока под водой, 8-дюймовые морские орудия, пулеметы, 14 легких танков. Аэродром, готовый принять бомбардировщики. Командовал всем контр-адмирал Кейдзи Сибасаки. Он был уверен. «Миллиону человек не взять этот остров и за 100 лет», — сказал он своим. И они поверили. Японцы завезли сюда 2500 отборных морских пехотинцев Рикусентай, плюс 2000 строителей, японцы и корейские рабочие, которых заставили рыть и бетонировать. Всего почти 5000 человек. Они знали, отступать некуда. Сзади только океан. Американцы готовились иначе. Огромная армада. 17 авианосцев. 12 линкоров. Десятки крейсеров и эсминцев. Новые амтраки. Плавающие гусеничные машины, которые должны были переползти через риф. Группировка вторжения – почти 35 000 человек. План казался безупречным. Смести все живое. Авиаудары должны были стереть остров. Артиллерия – добить все живое. Командование обещало морпехам: вы пройдете по берегу, не замочив ботинок. Командование было уверено, после такого огня сопротивления не останется. Они ошибались во всем. Они недооценили 2 вещи – бетон и приливы. Рассвет 20 ноября. Прилив оказался ниже, чем обещали карты. Первый удар. Линкоры выпускают 3000 тонн стали. Остров скрывается в облаке дыма. Кажется, там не выжили даже насекомые. Бомбардировка заканчивается. Дым, пепел, разрушенные пальмы. С воздуха кажется, остров мертв. Но это иллюзия. Большая часть японских позиций уцелела. Они просто переждали. Под землей, в бетоне, в тени. И теперь ждали. Первая волна десанта идет к берегу. И тут происходит то, что изменит все. Коралловый риф. Естественная линия обороны. Острый, неровный, смертельно опасный. Японцы знали, если враг застрянет там, он станет мишенью. Уровень воды над коралловым рифом оказался на 60 сантиметров ниже расчетного. Десантные катера «Хиггинс» налетают на кораллы в 500 метрах от берега. Рифы встречают амтраки, как стена. Многие застревают. Они останавливаются прямо перед линией огня. И начинается бойня. Двери открываются. Морпехи прыгают в воду. 500, 600, 700 метров до берега. Представьте, вы прыгаете в воду. На вас 30 килограммов снаряжения. Вода по грудь, по шею. А впереди полкилометра открытого пространства под перекрестным огнем пулеметов. Под прицелом. Пули режут воду. Шипение, крики. Те, кто падал раненым, просто тонули под весом своих ранцев. Вода становится красной. Рация одного из батальонов доносит в штаб: потери 70%. На берегу хаос. Нам нужно чудо. За первые 2 часа американцы потеряли больше людей, чем за всю кампанию на Гуадалканале. Один из выживших, корреспондент Роберт Шеррот, потом написал: «Я думал, мы проиграем. Это был единственный бой, где я всерьез поверил, что нас сбросят обратно в море».
Первый день – мясорубка. 1500 убитых и раненых еще до вечера. Морпехи цепляются за узкую полоску пляжа. Японцы бьют из каждого дота, из каждой щели. Они сидели в бункерах, засыпанных 5-метровым слоем песка. Снаряды линкоров просто рикошетили от них. Единственное оружие, которое работало – огнемет и гранаты в амбразуры. Морпехи ползли к амбразурам, заливая внутрь смесь бензина и масла. Температура внутри дота поднималась до 1000 градусов. Японцы не сдавались, танки горят. Амтраки тонут с людьми внутри. К концу первого дня ситуация критическая. Потери огромные, связь нарушена, части перемешаны. Но отступать уже невозможно. Они зажаты между океаном и огнем. И тогда приходит вторая волна. Уже на гусеничных амфибиях ЛВТ они проходят риф. И это меняет ход боя. Но слишком поздно для сотен людей, оставшихся в воде. Второй день. Бой становится ближе. Очень близким. Дистанция метры. Японцы не сдаются. Они дерутся до конца. Используют туннели. Контратаки ночью. Самоубийственные вылазки. Пленных почти нет. Третий день. Остров превращается в обугленную поверхность. Запах смерти висит в воздухе. Тела лежат повсюду. На пляже, в воде, внутри разрушенных позиций. Адмирал Сибадзаки погиб на второй день. Его командный пункт накрыло прямым попаданием, но его солдаты продолжали сражаться, даже когда у них закончились патроны. Последняя ночь Таравы – это безумная банзай-атака. Тысячи японцев бросились на американские позиции с ножами и штыками. 3 дня. 76 часов ада. Тарава взята. 1677 погибших американцев, более 2000 раненых, 4690 погибших японцев и корейских рабочих. За каждый метр этого крошечного острова заплачено 3 жизнями. Японский гарнизон практически уничтожен. Из примерно 4500 человек выжили меньше 200. Корейские рабочие часть взята в плен. Но главное – масштаб потерь за такой крошечный остров. Это шокирует даже военных. После боя начинается другая реальность. Тела лежат неделями. Некоторые в воде, некоторые в песке. Их не успевают хоронить. Жара. Разложение. После штурма погибших хоронили в спешке, в общих траншеях. Солдаты вспоминают. Запах был хуже всего. Он не уходил. Позже их могилы были застроены или потеряны. До сих пор поисковые группы находят останки морпехов прямо под фундаментами жилых домов или взлетной полосой. Корабли продолжают стоять у атолла. Некоторые повреждены, некоторые затонули рядом с рифом. Самолеты падали в лагуну. Часть сбита, часть разбивается при посадке. Все это остается здесь, на дне. Но самое важное – выводы. После Таравы полностью меняют подход, точнее рассчитывают приливы. Используют больше амфибий, увеличивают длительность бомбардировок, Кваджалейн. Эневеток. Там уже нет такого ада, потому что урок Таравы оказался слишком дорогим, чтобы его игнорировать. После Таравы в Америке разразился скандал. В 1943-м газета The New York Times написала: «Если вы хотите увидеть ад, отправляйтесь на Тараву». Газеты требовали трибунала для генералов. «Зачем нам этот остров ценой в 1500 жизней?» – спрашивали матери погибших. Зачем все это было нужно? Тарава стала шоком для Америки. Страна содрогнулась от списков погибших. Но именно здесь, на этих рифах, адмиралы поняли – старые методы не работают. Здесь научились координировать авиацию и флот. Но именно Тарава научила Америку воевать в океане. Здесь поняли – нужны плавающие танки, которые могут переползать через кораллы. Нужна связь между берегом и флотом. Нужна разведка рифов. Уроки, оплаченные кровью на Тараве, спасли десятки тысяч жизней при высадке на Иводзиме и Окинаве. Что осталось от Таравы сегодня? Если вы нырнете в лагуну Битио, вы увидите железное дно. Здесь покоятся останки как минимум 10 десантных катеров «Аллигатор». Они выглядят как скелеты доисторических чудовищ, обросшие кораллами.
Чуть дальше, на глубине 15 метров, обломки Douglas SBD Dauntless, американский пикирующий бомбардировщик. Он лежит на песчаном дне, винт погнут, кабина открыта. Пилот, вероятно, пытался выбраться, но океан оказался быстрее. Остовы десантных машин. Гусеницы вросли в коралл. Дверь приоткрыта, будто кто-то только что вышел покурить. Внутри ржавый пулемет, рядом каска. Просто лежит, как будто хозяин поставил ее минуту назад. Дальше японский танк тип 95. Башня свернута на бок. Ржавые орудия, обломки самолетов. Некоторые лежат так, как упали. С 1943 года. Под песком на самом острове еще более страшные находки. Здесь до сих пор опасно. В 2010-х годах на Тараве нашли склад японских авиабомб, которые пролежали в земле 70 лет. Они все еще активны. Сегодня Тарава – это место, где время пытается стереть шрамы. Сегодня все выглядит иначе. Тарава снова кажется раем. Вода в лагуне кристально чистая, а на берег вымывает куски ржавого железа. Люди плавают с масками, снимают видео, смеются. И вот этот контраст. Сверху – жизнь, снизу – следы смерти, сверху – смех, снизу – тишина. Мы помним этот атолл как символ мужества. И каждый раз, когда вода становится прозрачной, можно увидеть правду. Она не исчезла. Она просто ждет, пока кто-то снова посмотрит вниз. Но стоит взглянуть глубже, под зеркало воды, и вы поймете, это не памятник победе. Это памятник цене, которую человечество платит за свои ошибки. История не закончилась, она просто ушла под воду. Мы уходим с Таравы, но она не отпускает. Тарава не просит памятников, она просит одного помнить. Потому что под каждым слоем белого песка здесь спрятана правда. Победа не бывает чистой. У нее всегда есть запах соли, ржавчины и забытых имен. История Таравы – это не просто параграф в учебнике. Это тысячи нерассказанных историй, которые до сих пор лежат под толщей воды и песка. Мы создаем эти фильмы, чтобы голоса тех, кто остался на Бетио, не замолкли навсегда. Если то, что вы сегодня увидели, отозвалось в вашем сердце, не оставайтесь равнодушными. Ваша подписка и лайк – это не просто цифры для алгоритмов. Это способ сделать так, чтобы эту историю увидело как можно больше людей. Напишите в комментариях, что вы почувствовали, глядя на эти кадры. Знали ли вы о кровавой цене этого атолла? Мы читаем каждый комментарий под видео. Давайте хранить эту память вместе. До встречи в следующей главе.